Son of a bitch. Oh, we can hear the shrapnel coming down now. Oh, there's the smoke. Obviously that's incoming shelling from Ukrainian positions in Mariinka here on Alexandrovka, landing very close to us. Oh, there's another one. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the Kievsky district of Donetsk, and you can see behind me there was not long ago an artillery attack here on this school number 58. Thank God there was no children here, because the Donetsk People's Republic and Russian authorities have for the last year done distance learning to keep their children out of harm's way, because virtually every school has been hit by shelling in most areas of Donetsk and the surrounding areas. Now, we've been here before when Ukraine has opened fire on this exact school. We've shown you this in the past. It's happened several times. Unfortunately, today, 2 workers here were injured. Right now, we're going to have talk to some of the employees of the school and see what they have to say, and see what the situation really is on the ground. Оно со всех, все 4 этажа задействовано. Да? Да. И 2 прилета был, да? 2 прилета было. Именно где они был? Они были в воздухе, вот здесь. Мы не видели, мы услышали. Можно представиться себя? Я директор школы номер 58 Киевского района Тенинчева Ольга Асеновна. Что произошло тут сегодня? Сегодня в 10:20 произошел разрыв снаряда фасада школы. Пострадали люди, учитель начальных классов и техработник. С тяжелыми травмами были госпитализированы в травму. Сейчас им оказывается первая помощь. И кто стреляет на школу? Ну, кто стреляет? Мы знаем, кто стреляет. Стреляют украинские войска по гражданским объектам, по школам, по детям, по садам, по жилым домам. Здесь наш поселок прифронтовой. Никаких войск, никакой армии нет. Есть пожилые люди, родители с детьми, мы учителя. Может быть, украинский подумал тут военные, или это военный объект? Ну, это ж не вчера произошло о чем-то думать. Тут не думают, а знают. Все прекрасно знают, что где находится. Я думаю, их оборудование в виде коптеров все снимают, все показывают, и люди четко понимают. И техника настолько на сегодняшний день современна, что четко по локации понимают, куда бьют. Вы сами сейчас обошли и видите, вокруг нет ни одного военного объекта, нет никакой военной техники, нет никаких военных. Есть дома жилые, школа, сад вот тут за спиной. Почему это? Как вы думаете, почему украинские стреляют на школу? Как я понимаю, это не первый раз. Нет, эту школу мы восстанавливали. Первый обстрел был в 2014 году. Там разрушения были более значительные, попадания в крышу, стены были разрушены. То есть разрушений было более чем. К счастью, никто из людей не пострадал. А на сегодняшний день получилось вот так. Почему стреляют? Я думаю, уже в агонии люди бьют, чтобы хоть как-то нам сделать еще больнее. Делают больно и еще больнее. Но мы в своем городе, на своей земле, со своими детьми, со своими корнями мы выстоим. И мы победим. Как бы это кому-то не хотелось. И, наверное, вы знаю, США, Европа, все западные страны дают Украине много техник, много оружия и деньги. Что вы могу сказать за это? Мы не понимаем, зачем это делается. Вот честно, мы гражданские люди, мы не понимаем, для чего это делается. Кому это выгодно уничтожать просто народ. Народ просто уничтожают.
Вообще, почему это война сейчас? Почему эта война 9 лет здесь уже? Наверное, тот, кто ее начал с Соединенных Штатов Европы, им лучше знать. Я думаю, скорее бизнес, ничего личного. Борьба за территории, борьба за недра, борьба за землю. А люди никому не нужны. Людей нужно до последнего украинца, так ставят вопрос, воевать. Вот сейчас и бьются до последнего. Вот когда всех добьют, ну как-то так. США и Европа, они сказали, это все русские агрессии. И это потому, что война. За все виновата Россия и Россия агрессия. Россия защищает нас и свои земли, наши земли. Россия нас защищает. И мы на сегодняшний день часть этой России, и мы гордимся этим. Мы были этой Россией, и есть эта Россия. И тот, кто хочет нас уничтожить, у них свои интересы. А у нас интересы защитить свой народ и свои земли, и своих детей. Когда нам задают вопрос, почему мы до сих пор не уехали, потому что у нас тут дети, за которых мы в ответе. Мы их учим, воспитываем, охраняем. А выехать очень непросто. Выехать. Куда выехать? Бросить все? Стариков бросить, родителей бросить, могилы бросить. Это невозможно сделать. Лучше умереть на своей земле, чем с нее уехать, чем отсюда уехать. Но кому-то мы здесь очень мешаем. Спасибо. Значит так, вот тут получается скотч. Да, Ну, степлером. Не степлером, надо скотч. Вот так его залепить скотчем, чтобы вот этот... Дайте скотч, пожалуйста. Держите. Ага, все. Это кабинет директора. Ага. And тут был ранено или... Тут ранено. Здесь кто-то пострадал только? Нет, нет, здесь не пострадал, директора в этот момент не было на месте. Поэтому мы вот потом быстренько все, когда это все началось, вынесли отсюда всю документацию, вынесли журналы, вынесли технику, потому что и начали заниматься тем, что наводить здесь порядок. Потому что здесь был, конечно, кошмар. Идемте, я вам покажу там, где еще не успели убрать. Стенки насквозь. Вот покажу вам. Убрали. Убрали. Девочки, а где здесь лежал пластмассовый кубик, который припаялся? Ладно. Да, осколок пластика. Забрал, да? Ну, все понятно. Ну, тут, видите, уже убрали. Вот тут пострадал человек. Вот тут стоял стол. Вот тут стоял стол. Вот тут стоял стул. Прилетела. Вот, видите, вот эта женщина. Вон, посмотрите. Женщина, которая спину посекло и в голову попала. Вот здесь сидела женщина. Она помогала. Она будет все хорошо или... Она сейчас находится в травматологии. Мы пока ничего точно не знаем. Ездила туда наша девочка узнавать, как обстоят дела. Ей сказали, что занимаются. И как вы думали, почему украинские стреляют на эту школу? Почему стреляют? Все социально значимые объекты – это их любимые объекты. Запугать нас. Может, Заставить уехать. Может, есть части школы, которые военные здесь? Нету здесь военных. Вот она, эта школа. Вот. Поселок, Путиловка. Здесь живут люди, которые остались. Тут много детей осталось. Многие уехали. Часть уехала в другие районы. Но дети здесь есть. Наши иногда сотрудники, когда некуда не с кем оставлять детей, приходят сюда. Слава богу, что сегодня никого не было из детей здесь. Ага. Идемте, покажу вам еще один кабинет. Смотрите, вот он стул. Стул, который спас ей, может быть, жизнь. На котором сидела женщина. Вот он ей спас жизнь, видите? Часть. Она сидела на стуле спиной к окну. Вот этот стул, который после обстрела пострадал, он стоял на этом месте. Просто мы сейчас вынесли, наводим порядок. Два был ранено? Один здесь, Один другой здесь? в соседнем кабинете. Идем. Всё. Да. Ну тут мы уже замыли, тут все было в крови. Вы знаете, вот здесь учитель начальных классов. Сидела на кресле, работала. Прилетела сюда. У нее перелом руки, осколок в шее.
Это то, что вот мы видели, когда осматривал их врачи со скорой помощи. Кресло, которое тоже насквозь пробито. Остатки крови, которые уже девчонки стирают. И как давно назад это было? Сколько времени? Сколько часов? В 10:20. Ага, это как 2 часа назад, да? Примерно. Ну, 3 уже. 3 часа назад. Ага, понял. Вот тут второй пострадавший, это наш учитель начальных, заслуженный учитель начальных классов. Если бы там не было защитной пленки на стеклах. Можно сказать, как она сейчас, который был ранена? Сейчас ездила наш сотрудник нашей школы, ездила в травматологию, сказали, что ими занимаются специалисты, их не подпустили пока к ним, но они живы, ну, частично нездоровы. Мы дальше состояние пока ничего не знаем. Мы держим на контроле, мы все время туда звоним, пока ничего конкретного никто сказать нам не может. Но живы. Самое главное, живы, вовремя успели. И мы оказали им первую помощь, перевязали им жгутом руку, перевязали там, тканью, перекрыли, это, голову завязали. Что было, чем было. Ага. И если дети был диск, когда это был, что был, как обстановка была, если дети был диск? Ну, во-первых, могли многие пострадать, потому что вы видите, сколько осколков. Во-первых, во-вторых, это психологически очень тяжело. Это если мы от каждого теперь шороха, после того, как это случилось, вот даже где-то хлопнет, мы уже втягиваем головы, приседаем, у нас животный страх, то о детях это вообще мне, честно говоря, мне больше всего жаль стариков и детей. Старики, которые прошли ту войну и видят вот эту несправедливую войну, когда свой же народ нас же убивает. Вот. И дети, которые не понимают, за что, почему, как, кто. И, как вы знаете, сейчас Европа, США дает Украине очень много оружия, танка, и деньги и все это. Что вы могу сказать за это? Честно говоря, каждый житель нашей Донецкой республики, вот вообще Донбасса, он мечтает, чтобы как можно быстрее закончилась война, чтобы вернулись наши дети, внуки домой, чтобы не погибали наши мужчины на фронте. Каждой семье вот эта война отозвалась болью, страданием, несчастьем. Матери хоронят своих детей, не дай Бог кому-то испытать это горе. Дети, которые боятся любого хлопка. И я не могу понять, почему люди не понимают, что все же можно решить мирным путем, а не нагнетать вот эту эскалацию вот этого конфликта здесь, пригонять сюда эту технику и все. Когда еще в 2014 году мы ездили на Украину, и когда я проезжала в Харьковской области город Изюм, там есть такая большая узловая станция, и видела, какое скопление техники и военных украинских находится на той стороне, я понимала, что вот именно они идут убивать нас. Вот это страшно, когда ты смотришь на эту технику. Они стоят, разговаривают на украинском языке, разговаривают на русском языке, но они идут убивать нас. И находясь, дочь у меня просто уехала отсюда, она была в декрете, в Днепре. Находясь в Днепропетровске, очень хорошие люди, нас там приютили, все. И когда я смотрела телевизор, украинское телевидение, у меня тоже было, так сначала вот, я, находясь там, я подпадала под влияние этого телевидения, и я звонила сюда мужу, говорю, уезжай быстрее отсюда. А он говорит, я родился, там и пригодился, я буду здесь. И он отсюда не уехал, и мы отсюда вернулись в 2015 году с Днепра. И мы здесь находимся все время безвыездно. Единственное, что дочь с 2 моими внучками уехала в Россию, потому что с детьми находиться здесь очень страшно. Страшно, и рисковать жизнью детей очень неоправданно. Если вы могу разговаривать украинский президент Зеленский, что вы могу сказать за он? Зеленскому? Да. Понимаете, я человек, который очень воспитан, никогда не ругаюсь, но мне бы очень хотелось высказать все такой нецензурной речью, потому что то, что он делает со своим народом там, и то, что он делает с нашим народом здесь, это не по-человечески. Ему нести ответ перед Господом Богом, как и нам всем. Поэтому я бы ему сказала, опомнись, Владимир Александрович, ведь жизнь, она одна, и карманов в гробу карманов нет. Все доллары себе в карман не засунешь. Ты ж будешь проклят вот этими
людьми, которые страдают от этого. И проклят будет весь твой род, а это самое страшное. Поэтому остановись, Владимир Александрович. И если бы могу разговаривать Путин. Я Путину хочу сказать огромное спасибо за то, что он нам помогает, что он стоит горой за Россию, за народ, а мы все едины. Поэтому большой ему низкий поклон. И Байден? За Байдена я вообще не хочу говорить, потому что Байден – это человек, который вообще в голове не укладывается. Как говорит мой брат, обезьяна с гранатой. Вот это Байден. Он хочет владеть всем миром, но это его право, его желание. Но, опять же, в гробу карманов нет, всех долларов туда не унесешь. Заработать, я понимаю, своя страна – великая держава. Но это мое личное мнение. Но здоровье моего мужа, слезы моих детей никогда не прощу ни Зеленскому, ни Байдену, ни всей Европе. И я отсюда никогда не уеду. Это мой город, это мой дом, и я буду здесь жить столько, сколько я здесь положено мне жить. Это моя школа, это все мое. Я здесь родилась. У каждого родина понятие разное. Моя родина там, где я родился, где я живу, где живут мои дети, где похоронены мои родители. Это моя родина, и я отсюда никогда, никуда не уеду. И что это? Это осколки, которые мы находим сейчас в учебных классах, которые на партах, в мебели, в стенах. Это малая толика того, чего мы понаходили. А, говорит тоже, да? Вот. Вы подписчик, Павел. А, да? Отлично. Вот сюда мы еще не заходили. Ага. Вот видите, там еще никто вообще не заходил. 10-20. Да. Делать не будут вытаскивать на магнитом. Что это место? Это учебный класс, учебный кабинет 3 класса. Здесь учатся маленькие детки, которых, слава богу, здесь не было. Вон осколок, который в доску прилетел, который вот в окно. Это у нас тоже здесь заслуженный учитель начальных классов. Слава богу, что здесь никого не было. All right, a lot of this goes without much needed commentary from me. You hear it from the people that live it, the director of the school, the other workers. And I mean, we see how these sharp pieces of metal just ripped through this school. Just imagine if the children were here. It would have been such even more of a tragedy. It is a tragedy because there's 2 people injured at the school. We pray for them and hope they're going to be okay. We see how just in this here, in this, the second floor, the shrapnel came in here because it seems the way we're getting it is the explosions have actually happened just above the ground. Now, we're not sure what kind of artillery or shell this is. If you can identify it, comment below. But so the shrapnel came in here, hit on the side, and then sprayed across where all these children's desks are. And actually, if we come over here, another shrapnel around this size has lodged in the blackboard here, the chalkboard. So we're just here on the ground showing you what we can, all the facts, without any of our opinions. We can hear shelling in the distance now. Without any of our opinions or just facts, so you can make your own opinions from the information we give you. And also, please comment below how we can get better. What else you think we should work on to show you more so that you can help us show the world what's really happening on this side of the contact line. Now, again, as I always say, don't just watch my reports. Watch reports on both sides of the line so you can get as much information
and make an educated decision on what you want to believe and what you want your opinions to be on this conflict. I mean, it's horrible when any civilians on any side of any contact line of any war get injured or killed. And we're doing our best to show you what's happening here on this side of the contact line because the Western mainstream media ignores it and won't show you this. We've shown you the bodies, we've shown you the injured. Over and over again, I've been here for almost 9 years showing you what the Western mainstream media ignores or tries to hide from you. Watch info on both sides of the line and make your own decision. Don't be led like sheep by the Western mainstream media and the Western governments. Decide for yourself, learn for yourself. And please like this video, share it across all social media. Anybody that you know that doesn't know the situation on this side of the contact line, show them this video and my other videos so they can understand a little bit more of what's really happening. And also remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or on the description because we're only funded by you, our viewers. So take the time right now to support our work by clicking on that link. It's also in the comments below. And we're just going to charge on and continue to show you what's really happening on the ground here. Thank you. Okay, so we have just got word that there is some ongoing shelling of the village or area of Alexandrovka in the Petrovka district of Donetsk, which is like a frontline village that borders the front line with Mariinka, where Ukrainian forces still control. So we're going to race there, see what the situation is, see if there's any injured, see if there's any homes shelled, just see what the overall facts are to show you exactly what's happening here on the ground in Donetsk, on the front line and beyond. Как я помню, мне надо право тут заскочить. Тут? Это как я помню. Но может туда и направо. Да, лучше туда и направо, не могут направо, хотя. Да, но проезжает. All right, so we've just arrived in Alexandrovka and we already hear shelling going on, so we're gonna have a closer look and try to find the locations that have been hit. Uh-huh. Ой, не слушал? А? Сколок. Да? Да. Вот видите вот это здание? Ага. За него поворачиваете и буквально домов 10 пройти по этой стороне разрушенный дом. Только что прилет, 10 лет назад прилетело. Ага. А второй горит, вон горит, видите, это машина горит, тоже в дом попал, там и дом побило, и машина у человека горит. Это на самой нижней улице. А, ранено? А? Мирные люди, да, это не военные. Ага. Ранено там? А за пораненного не знаю, что ранил кого-то? Не знаю. О, Ага. Все, мы на машине тут и направо, да? Все, давай. А это вы какой канал? Патрик Ланкастер. Мой YouTube канал. А, привет от местных. Хорошо. Ага. Давай, скорее, сейчас. Ага, вот, это отличное место.
Он сказал, тут на левом пешком буду бежать, да? Да. Alright, we're just leaving the car here. Туда, да? Это там машина. Горит же это, мирный дом. А второй вот оно, давай. Ага. Смотри. Вот видишь, такой маленький домик, кукушатня стоит, он за забором бетон, вон, вдалеке. Зелоний или что? А, да, А видим. напротив него в дом попало. Ага, на другой стороне, да? Да. Ну а за раненых не знаю, не слышал. Ага, и там машина, да? Да. И все там мирный, да? Да. Ага, все, спасибо. Alright, so we'd gone inside the local shop here to talk to the local about where their shelling, the fresh shelling just happened, and found out there's a place where there was a car hit and in another home. But I mean, we've been here for what, 10-15 minutes, and we've heard at least 8 or 9 incoming that are landing just here. I mean, you've heard it. I haven't filmed every time, but you heard them. But as we can see, I mean, this village is just completely destroyed. Well, not completely. I mean, there's still people who live here, but it's a frontline village, Dnipropetrovsk, or Mariinka. Over there is Mariinka, where Ukrainian controls, and that's where they're firing on this village from, in the Petrovka district of Donetsk. So it seems like they're landing in a line across there. Oh, there's the smoke. Son of a bitch. Oh, we can hear the shrapnel coming down now. Obviously that's incoming shelling from Ukrainian positions in Mariinka here on Alexandrovka, landing very close to us. Oh, there's another one. Or not. It's in another direction. That's... Now this is on the front line. So we're hearing some outgoing and some incoming as well. Uh-huh. Different direction. What do you think? You want to go closer to the fire over there? And we can see the smoke coming off of the car. We're told it's a car or something over there. So как думал? Хочешь туда? На другой стороне, там это машина и дом горит. 20 метров. Вот здесь где-то в огородах был огонь. А, я думал просто туда. Да, вот, лицо там. А, so ты думал, если мы прямо? Да. Ну давай тут там обойдем. Но там, не, вот это больше аккуратно. Если мы прямо там мы... Но ты понимаешь, это пиздец опасно, что мы сделали. Но ты готов, да? Это не я виновата, если что, да? Патрик, подожди, тут люди живут, Патрик. А? Тут люди живут. Ну, могу говорить. Казая!
Kazaya! Kazayan! What? Shit. Как будто не сюда выходит. Да. Ну, so дым прямо туда, да? Я не вижу, где дым был. Давай туда. Maybe. Прекращается. Даже ветра больше. Just to be exactly 100% clear of what is happening right now, we came here to Alexandrovka and we found this area of homes here, this square, that we're seeing the shells coming down in. We've seen the smoke coming up off the shells. We've been told some of these homes were hit today, 10 minutes ago. Everything's destroyed here. It's hard to tell what's new, what's old. But this area behind me is where the shells, we saw at least about 10 shells coming in, bang, 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 very close. So now we're deciding what to do. Probably not going to go forward to find the actual impacts, but you see the situation here. This Alexandrovka, this village, under shelling. So it is what it is. We're going to have to do a little operation risk management here and decide what to do next. Go further or try to evacuate this area without getting hit. Давай уезжаем, да? Да. Не, вроде не. Давай обратно, да? Ладно, давай обратно. Uh-huh. Let's go. All right, so we're gonna start heading back. Hasn't been any really close ones here for a few minutes now, so it's probably a good idea to try to get out of here, not push it too much. A lot more reports to make on different days. But we know the threat's coming from that direction, so the closer we are to stones, like here we're between these two houses, brick house and a cement home, we know that it's a little safer there. But yeah, we gotta get out of here. I mean, this is right on the border, right off the front line. It's hard for the people that still live here. I mean, there's been many people that have been killed while being here, while living here. Whoa. Можно сказать, как обстановка здесь сейчас? Ужасные. Обстрелы ужасные. Обстановка тоже сумасшедшая. Это нельзя просто... Ни нервы, ни душа, ни сердце уже не выдержит. 10 лет обстрелы идут. Ага. И почему вы стали здесь? Почему вы здесь? Не уезжаете? Здесь моя земля. Я не должна уходить с своей земли. Почему я должна отсюда уходить? Я здесь жила сколько лет? Всю жизнь. Почему я должна уйти куда-то? Из-за того, что это здесь моя земля, здесь моя родина, здесь мои все покойные... Муж лежит, мои... Ну, все родственники. Почему я должна уходить отсюда? Скажите.
Почему меня выгоняют? Нас кормить. И можно сказать, откуда, что мы только слышали, откуда это стреляет? Маринка, Украинский там, да? да. Ага. И это частный каждый день как это? Или Да, что? да. Ага. Много мирных стало здесь? Нет, уже мало. Ага. Очень много погибших. Да? Очень, да, здесь. Ага. До войны? И сколько был здесь? Ну, 10 лет тут идет. Не- Сколько населения было до войны? Ну, я точно не знаю. Ну, так. Ну, от Порядок цифр. 5-7 вот так вот Тысяч, да? Да, да, да. Ага. И сколько сейчас примерно, думал? Ой, совсем мало. Больше тысяч, меньше тысяч? Ну, меньше тысяч, меньше. Детей совсем нету. Почти деток здесь нету. Здесь старики, больные, инвалиды, вот такие, которые не могут уже ни выехать, ни... Понял. Война жестокая, очень жестокая. Что будет дальше? Одному Богу известно. Честно. Вот ты Одному молодец, Богу а. известно. Мы не можем Что будет сказать. дальше? Мы ждем перемирия, мы мира хотим. Ну, Мы просто хотим Ты мира. можешь сказать сам, Мы не что хотим будет воевать. дальше? Мы не хотим воевать. Мы хотим мира, и все. Где мы сейчас находимся? Александровка, Да? красная зона. Это твой магазин, да? Нет, это не мой, это я продавец. Ага, понял. Ну, все будет хорошо. Спасибо большое. Маленько рядом. All right. Well, we've showed you what we can here. Whole village is almost all destroyed. Got a little bit from the civilians here at the shop. Let me just show you what the situation is here without any opinion or filters. Oh, and that, if you can hear that. Oh, It's a flag. wow. Wow, okay, and that was the Russian Air Force dropping some sort of ammunition on the front line itself. Whoa, there's more. One more again. Okay, well, yeah, you saw the Russian Air Force, there's MiG-21, не знаю, да? Что? Какое это? Я не знаю. Да. This Russian Air Force jets dropping ammunition on Ukrainian military positions towards around Mariinka. So we're gonna end this report. There's a lot coming in, and so we're in this report and continue on. So please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent, crowd-funded journalists. You can support our work with the link on the screen, or in the description, or in the comments below. And also, please comment below on how we could get better. So today, you know, went on kind of a weird, interesting path. Started at the school, then went here near the front.